Привет всем неслучайным и случайным зрителям этого видео. Мы создатели первых в мире музыкальных игральных карт. Меня зовут Юлия. Всем привет, меня зовут Сергей, и в первую очередь мы хотим поблагодарить нашу художницу Наталью Рузаеву, без которой этот проект не увидел бы свет. Пламенный привет и наша бесконечная благодарность за эту чудесную и кропотливую работу. Итак, идея этого видео возникла в связи с большим интересом к нашему творению и большим количеством вопросов от покупателей по типу «А в них вообще можно играть? А как играть? А вот это кто изображен?» И что нас удивило, мы столкнулись с некоторыми сомнениями и неуверенностью со стороны покупателей в том, что это действительно рабочие игральные карты. Почему-то очень часто их воспринимают чисто как сувенирные или коллекционные. Но скажем сразу, играть можно и нужно, и более того, это не так уж и сложно, как может почему-то показаться на первый взгляд. И это не пустые слова, поскольку мало того, что мы сами в них играем довольно часто, так мы еще увлекли своих коллег, родственников и друзей, которые с музыкой никак не связаны. Да, и поэтому мы осознали всю необходимость вот такого видео, чтобы расставить все по полочкам и постарались максимально подробно осветить все детали. Но оставили еще несколько моментов для вашего самостоятельного додумывания и изучения. Чуть позже вы поймете, о чем я. В общем, надеемся, что на все возникшие вопросы вы найдете ответы здесь. А также уверены, узнаете что-то новенькое о Шумане, Кларе и Брамсе. Теперь я расскажу о структуре видео. Для вашего удобства мы разбили его на несколько частей, так что вы сможете перейти на интересующую тему по тайм-коду. Мы расскажем вам об истории взаимоотношений Роберта Шумана, Клары Шуман и Аганеса Брамса. Дадим общую информацию о колоде, раскроем ее внутреннее устройство, объясним, как в них играть, откроем вам некоторые из наших пасхалочек, которые мы спрятали в картах, и подскажем, где их, собственно, найти и купить. Ну что ж, наше маленькое вступление окончено. Начнем же. Окунемся в историю. Шуман впервые увидел Клару в конце марта 1828 года, через несколько дней после приезда в Лейпциг, вероятно, на одном из музыкальных вечеров. Ей тогда шел 9-й год, Шуману уже было 17. Все лето он почти ежедневно видится с юной пианисткой, посещая дом своего учителя и отца Клары Фридриха Вика, ведущего преподавателя фортепиано в Лейпциге. Вскоре Роберт уехал в Гейдельберг. В 1830-м он возвращается в дом Вика, и их общение с Кларой возобновляется с большим энтузиазмом. По прошествии многих лет Роберт вспоминал, как штудировал в это время ля-минорный концерт Гумеля, а Клара, сидя рядом за столом, училась писать, рисовала большие буквы и часто посматривала на него. «Ты была тогда маленькой своенравной девочкой с упрямой головой, большими красивыми глазами и больше всего на свете любила вишни». Так он описывал маленькую Клару. Разумеется, их связующим звеном стала музыка. Роберт с огромным интересом следил за артистическим развитием Клары. В своей статье «Реминисценции из последних концертов Клары Вик в Лейпциге», а затем в афоризмах Давиденсбюндлеров, он одним из первых распознал глубину и творческий характер дарования юной пианистки. Сравнивая ее с пианисткой из Мюнхена Анной фон Бельвиль, он признавал за ней несравненную технику, но пишет так. Звук Бельвиль ласкает слух, не притязая на большее. Звук Клары проникает в сердце. Первая – поэт, вторая – сама поэзия. Почти одновременно с Шуманом Клара выпускает свои первые сочинения. Уже в 1831 она дарит ему экземпляр своих 4 полонезов для фортепиано. В 1933 Шуман присылает ей рукопись своего экспромта опус 5 на тему романса Клары. Музыка отчасти сглаживала разницу в возрасте, но дружба Клары и Роберта становилась все более серьезной. В письме 1932 года он признавался:
Я часто думаю о вас не как о сестре или товарище, но как думает пилигрим о далеком образе в алтаре. Вряд ли Шуман в полной мере сознавал тогда значительность и почти пророческий смысл этого признания. Ведь Клара и правда стала для него целью всей жизни, далекой обетованной землей, до которой пришлось добираться через кручи, обвалы и бурные реки жизни еще много лет. Время шло, все более тесно сближались их сердца. В один из осенних вечеров 1935 года, когда Клара по обычаю со свечой провожала Роберта на лестницу, между ними впервые прозвучали слова сердечного признания. Поначалу Роберт был уверен, что отец Клары, Фридрих Вик, благословит их на счастливую жизнь. Но, к несчастью, Фридрих занял абсолютно противоположную позицию, которая хоть и была оправдана, его в принципе можно понять как отца, но все же не сугубо отцовское беспокойство стало препятствием для этой зародившейся любви. Дело усугублялось тем, что вся жизнь Фридриха была посвящена Кларе и ее занятиям музыкой. Он хотел, чтобы его дочь продолжала свою карьеру как концертирующая пианистка. И вот, в тот самый период, когда его дочь была на пороге успеха, Роберт, которого, кстати сказать, Вик уже тогда считал эмоционально нестабильным, в глазах отца сводит на нет все то, что было вложено в эту девочку. И важно отметить, что Клара, на тот момент уже 16-летняя, была для Фридриха все еще ребенком. Вик, в общем-то, не планировал целенаправленно выдавать дочь замуж, карьера была на первом месте, мы помним, но в перспективе отец, разумеется, желал дочери мужа состоятельного, обеспеченного, чтобы с ним она не знала никаких финансовых проблем и не была обременена домашними хлопотами. И в этом отношении в глазах Вика Роберт является совершенно неподходящим кандидатом. Отец был настолько против, что сам для себя решил, что Клара, выйдя замуж за Роберта, весь свой заработок с концертов будет отдавать мужу. Или, что еще хуже, вовсе забросит свою карьеру, а потом вообще откажется от своего наследства в пользу мужа. И для того, чтобы разлучить влюбленных, Вик в январе 1936 года увозит Клару в Дрезден. Почти 5 лет Фридрих Вик рьяно упорствовал и противостоял сближению двух сердец, порой довольно жестоко. Тем не менее, влюбленные продолжали общаться. Однажды им даже удалось встретиться тайком от отца. Но Вик, узнав об их встрече, разгневался не на шутку. На Клару посыпались оскорбления, он требовал от нее вернуть Шуману все его письма. И немало досталось самому Роберту, которому Вик в письме категорически запретил поддерживать общение с Кларой. После этого целых 1,5 года они не смели приближаться друг к другу. Но их весьма, на мой взгляд, романтичная встреча в Лейпциге 13 августа 1937 года дает влюбленным новые силы для продолжения борьбы за свое счастье. В этот день Шуману удается попасть на утренний концерт, на котором играет Клара. Он слушает ее, не смея приблизиться. Но Клара знает, что ее возлюбленный здесь, среди публики, поэтому из-под ее пальцев не случайно и впервые доносятся отрывки из шумановских симфонических этюдов. По другим источникам она играла сонату фа диез минор. Чуть позднее Роберт получает от Клары письмо. «Я играла их потому, что у меня не было иного средства, чтобы дать тебе понять мое внутреннее состояние. Я не могла это сделать тайно и поэтому совершила открыто». В ответ он пишет ей: Верны ли вы еще и тверды ли? Хоть я непоколебимо верю в вас, но даже сильное мужество может поколебаться, если ничего не слышишь о том, кого любишь больше всего на свете. Таковы вы для меня. 1000 раз я все обдумывала, все говорит мне. Так должно быть, если мы этого хотим, и если мы действуем. Напишите мне только одно простое «да». Клара отвечает в маленькой тайной записке: «Вам нужно простое «да», такое маленькое словечко и такое значительное. Разве сердце, так переполненное любовью, как мое, может не сказать его со всей полнотой? Я делаю это, и все мое существо шепчет вам это слово навек». Ровно через месяц, когда Кларе исполняется 18 лет, Шуман присылает Фридриху Вику письмо с мольбой дать благословение на брак. В нем он ссылается на свою улучшившуюся позицию в музыкальном мире, свое стабильное финансовое положение за последние 1,5 года. В общем, всячески пытается убедить и задобрить Вика. Но опять неудача. Вик остался непоколебим. Отчаявшись, 18 сентября Шуман пишет Кларе:
Сделай все, на что хватит сил, чтобы найти выход, и я последую за тобой, словно ребенок. Но в тот же день он берет себя в руки и пишет уже следующее. Раз он толкает нас на крайности, отказываясь дать свое благословение на брак уже 1,5 или 2 года, то мы должны взять правосудие в свои руки, и судья нас поженит. Дай бог, чтобы до этого не дошло. Но, к сожалению, до этого доходит. И в 1839 году Роберт и Клара обращаются в суд. Процесс, который Вику удалось затянуть на 13 месяцев, приносит им новые мучительные испытания. Отец требует с дочери деньги, открыто клевещет на Шумана, обвиняя его на заседании суда в пьянстве и беспутной жизни. И он до того не стеснялся в выражениях, что председатель неоднократно лишал его слова. Правда, желаемого эффекта Вик не добился. Роберт без труда опроверг эти и другие обвинения. К тому же за композитора охотно поручились уважаемые граждане Лейпцига. В их числе были Мендельсон, Давид Фердинанд и другие. На суде Шуман казался спокойным, вел себя с безукоризненной сдержанностью. Можно представить, как тяжело далось очень впечатлительному Роберту это видимое спокойствие, как возмущена была его душа этими несправедливыми оскорблениями. Лишь гордость и, главное, осознание важности этой настоящей битвы поддерживали его силы и придавали мужество. Это была тяжелая борьба, которой Шуман отдался настолько, что временами чувствовал себя не только угнетенным, но и почти больным. В августе 1940 года апелляционный суд вынес решение в пользу влюбленных. Через месяц Роберт и Клара обвенчались в маленькой церкви неподалеку от Лейпцига. Клара писала в своем дневнике: «Это был прекрасный день. Даже солнце, много дней прятавшееся, сегодня утром, когда мы шли к венчанию, бросало на нас свои нежные лучи, будто хотела оттуда, сверху, благословить наш союз». Годы, последовавшие за женитьбой, были самыми счастливыми в жизни Шумана, поскольку присутствие рядом его любимой женщины, более того, жены, прямым образом отразилось на раскрытии его творческих способностей. Словно все его до этого сдерживаемые эмоции, омытые этой радостной и чистой любовью, вырвались на свободу, полились потоком музыкальных образов, которые он едва успевал улавливать и переносить на бумагу до того, как они растворятся. Но даже более ценным, чем упоение любовью, стало то состояние глубокой удовлетворенности, которое пришло на место всем беспокойным духовным устремлениям его юности. В Кларе он нашел не только жену и возлюбленную, но и друга, опору, спутницу. Ее любовь и поддержка дали ему то счастливое пристанище, которое было ему так нужно, чтобы закрыться от внешнего мира и отдаться своему искусству. Но на страницах семейного дневника, помимо запечатленных картин полной супружеской идиллии, проскальзывают и слегка затемненные эпизоды. Хотя в квартире супругов стоят два инструмента, звучит почти всегда только один в кабинете Роберта. В январе 41-го Клара записывает: «Моя игра опять отодвигается на задний план, как всегда бывает в тех случаях, когда Роберт сочиняет. За весь день для меня не находится ни одного часочка, хоть бы мне только не слишком отстать». В этой скромной и робкой жалобе Клары едва ли не самая трудная сторона семейной жизни двух музыкантов. Об этом нередко думал и Роберт. В 1942 году, после выступления Клары на концерте, он записывает: Она играла, как всегда, хорошо, прекрасно. Но меня часто беспокоит, что Клара не может заниматься столько, сколько ей нужно, так как не хочет мешать мне, когда я сочиняю. Единственным достаточно серьезным конфликтом в этих в остальном гармоничных отношениях было желание Клары проявлять себя на публике, желание настоящего художника и человека искусства. Но для Шумана разлука с женой была так же невыносима, как и совместные гастроли, а это означало полную невозможность что-либо сочинять. И положение мужчины, живущего за счет заработка своей жены, было настоящим позором для чувствительной натуры Шумана. Например, когда Клара продолжила концертный тур без Шумана и отправилась в Копенгаген, то Шуман, находясь в это время в Лейпциге, ничего не мог сочинить. И только ее возвращение домой 26 апреля 1942 года дало Шуману импульс и вдохновение. И к концу июля он написал 3 струнных квартета: в ля миноре опус 41 номер 1, в фа мажоре опус 41 номер 2 и ля мажоре опус 41 номер 3. В течение января месяца 1943 года
Отец Клары пытался загладить вину за свое поведение в прошлом, выражая желание увидеть Клару и послушать некоторые работы ее мужа. Позже он протянет руку дружбы Шуману, и Рождество засвидетельствует воссоединение семьи в Дрездене, в доме Вика впервые за 7 лет. Вообще, личность Вика как-то уж чересчур демонизируют. Из него делают прям-таки отца-тирана, всеми силами препятствующего счастью дочери. Но ведь нужно отдать ему должное. Он, по сути, и сотворил Клару-пианистку. Хотелось бы чуть подольше остановиться на биографии Вика, но, к сожалению, это видео не о нем. Поэтому полюбопытствуйте и почитайте о Фридрихе Вике, человеке, который внес неоценимый вклад в методу преподавания фортепиано и вокала. От себя можем порекомендовать к прочтению книгу Натальи Шохеревой «Королева пианистов. Фортепианное искусство Клары Шуман». Это первая в России монография о жизни и творчестве Клары Шуман. В книге рассматривается роль Вика в ее творческом становлении, подробно исследуется сущность преподавательского метода Вика, ставшего основой исполнительского мастерства его дочери. Шуман любил называть Клару, когда она еще была его невестой, героической девушкой. А когда она стала его женой, это можно было сказать с еще большим основанием. За годы совместной жизни с Робертом она родила 8 детей, из которых многие тяжело болели. Домашние хлопоты, забота о детях, забота о Роберте, тоже часто болевшим, мнительным, впадавшим порой в депрессии, слишком нервным, чтобы руководить повседневными делами. Все это ложилось на плечи Клары. Где уж тут найдешь время и силы, чтобы уделить хоть чуточку времени на собственные занятия фортепиано? Прибавим к этому заботу о материальном достатке. Опасения Фридриха Вика в принципе оправдались. Хотя композиторские доходы Роберта увеличивались, в первые годы денег было далеко недостаточно, чтобы покрыть возраставшие семейные нужды. Спасением была опять-таки Клара, ее концертные поездки. Вот то единственное, что могло создать хоть на некоторый срок необходимую материальную подушку, которая позволит Роберту спокойно отдаваться творчеству. Но поездки тоже требовали времени, огромных затрат сил, физических и моральных, выдержки и терпения, поскольку условия путешествий в то время были, мягко скажем, не слишком комфортные. И что ж, шел 1853 год. На пороге дома Шуманов с рекомендательным письмом от выдающегося скрипача Йозефа Йохима появляется тот, кто кардинально изменит жизнь нашей четы. Молодой, подающий надежды, но пока никому неизвестный композитор Йоганнес Брамс. Супруги, услышав его сочинение, пребывают в полном восторге с первых же нот и даже на некоторое время оставляют у себя этот неограненный алмаз. Чуть позже Роберт уже публикует в своей новой музыкальной газете статью, в которой восхищается юным дарованием. И, к слову, на первых порах создания газеты, то есть примерно с 1934-1935 года, Вик оказывал значительную помощь Шуману. А Клара оставляет в своем дневнике вот такую запись. Текущий месяц свел нас с замечательным человеком по фамилии Брамс, 20-летний композитор из Гамбурга. И вот снова перед нами один из тех, кто словно послан Богом. Но не только знакомство с Брамсом становится переломным событием в жизни Шумана. Психическое здоровье Роберта резко ухудшается. Он начинает испытывать слуховые галлюцинации. Он слышал один непрерывно тянущийся звук, нередко, как он объяснял Кларе, великолепную музыку, с такими удивительно звучащими инструментами, каких невозможно услышать на земле. Эти галлюцинации причиняли ему невыносимые страдания и боль, из-за чего он не мог спать. Тем временем Брамс, поначалу не замечая болезненного состояния своего наставника и уже друга, сосредоточил свое внимание на Кларе. Их тесное общение и совместное музицирование привели к тому, что преклонение перед Кларой, как перед великолепной пианисткой, незаметно для самого Брамса стало перерастать в настоящую любовь. Но отношение Клары к нему оставалось по-прежнему дружеским и даже материнским. Но состояние Шумана ухудшается настолько, что он совершает неудачную попытку самоубийства и затем просит поместить его в больницу для душевнобольных, где он и проведет свои последние 2 года жизни. Именно в это время Брамс начинает писать Кларе полные нежных чувств и любовных признаний письма. Ну и о Роберте, который столь много для него сделал, Йоганнес не забывает. Он регулярно навещает его в больнице и всячески о нем заботится. Сердце Клары, поначалу не отвечавшее ни тенью взаимности, под действием времени и настойчивости Брамса начинает таять.
И это вполне объяснимо. Молодой композитор подарил ей нечто новое, нечто волшебное и завораживающее. То, чего она никогда не знала, и то, что прошло мимо нее. Это юность. Карьера в качестве концертирующей пианистки с ранних лет, а затем еще и семейные проблемы не дали Кларе познать все радости девичества. И даже выйдя замуж за Роберта, она не испытала всего трепета от этой любви. Видимо, препятствия на пути влюбленных, устроенные ее отцом, дали о себе знать. Путь к счастью оказался слишком тернист. 25 января 1955 года Иоганнес пишет ей: «Милый моему сердцу друг, снова наступила ночь, и единственное, что я делаю, думаю о вас и постоянно разглядываю ваш портрет и дорогое для меня ваше письмо. Что вы со мной сделали? Вы можете снять с меня свои волшебные чары? Мне следовало бы сейчас писать письма другим людям, но я не могу». Вечером 31 мая 1956 года он пишет ей еще одно письмо. «Моя любимая Клара, как же я хочу, чтобы мои слова, обращенные к вам в письмах, были так же нежны, как и любовь моя к вам. Как же я хочу описать все то прекрасное, что желаю вам. Вы стали настолько дороги мне, что даже не могу выразить вам это в словах. Целый день одаривал бы вас комплиментами, не останавливаясь». Днем 29 июля 1956 года Роберт Шуман скончался. В его последние минуты рядом были его жена и верный друг, самые дорогие и близкие ему люди. После смерти мужа Клара ожидала, что Брамс сделает ей предложение. Но этого не произошло. В письмах к Кларе Брамс становится все более сдержанным. Больше он никогда не появлялся в доме своей бывшей возлюбленной. Для Клары это стало ударом. И в своем дневнике она пишет: «Иоганнес уехал. Я проводила его до вокзала, а когда вернулась обратно, у меня возникло ощущение, будто я побывала на похоронах». Несмотря на разрыв романтических отношений, они, тем не менее, старались поддерживать общение друг с другом. Довольно часто Брамс обращался к Кларе за помощью во время создания новых шедевров, когда ему нужен был совет знающего человека. А Клара продолжает гастролировать по Европе, представляя вниманию публики произведения обоих своих мужчин. Спустя 30 лет после смерти Шумана Брамс и Клара решают обменяться письмами друг друга. Клара уничтожила все свои письма вплоть до 1958 года, как пишет об этом ее дочь Мари. Брамс также получил свои письма и также пытался их уничтожить, бросив в Рейн. Однако большая их часть сохранилась, поскольку Клара умоляла Брамса оставить ей наиболее дорогие ее сердцу письма. Вот такая, немного странная, немного грустная, но без сомнения незаурядная история легла в основу наших карт. Перейдем к ним непосредственно. В моих руках те самые колоды музыкальных игральных карт. Мы пока что выпустили их в двух цветах коробочек, белом и розовым. Розовый был, скажем так, весенний тираж. Внутри все одинаковое, само собой. Кстати, давайте проголосуем в комментариях, какой цвет оформления вам больше нравится. И в следующем тираже мы также поместим на коробочку QR-код на это видео. Каждая колода упакована вручную Сережей, максимально бережно и внимательно, чтобы не пропустить никакой брак. Также он вручную запаивает каждый пакетик. В колоде у нас 36 карт, а также небольшая книжечка, в которой мы кратко рассказали вышеизложенную историю Шумана, Клары и Брамса и описание карт. Начнем с основного. У нас 4 масти, как и в классических картах, но у нас они особенные: нейтральная, альтовая, скрипичная и басовая, в соответствии с названиями музыкальных ключей. В каждой масти по 9 карт: туз, король, дама, валет. Тут все тоже совпадает с классикой. А вот дальше вместо привычных десяток, девяток и так далее у нас идут целая, половинная, четвертная, восьмая и 16. Здесь мы остановимся и расскажем немного подробнее. Если вы уже изучали теорию музыки и сольфеджио, то эти названия вам знакомы, и вы, скорее всего, уже догадались, в чем тут дело. Если нет, то скажу пару слов.
У любой ноты есть длительность, то есть продолжительность звука. Самая большая в нашей колоде, то есть долгая длительность, это целая. За ней половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая, соответственно. На самом деле есть и еще меньшие длительности, но они нам не понадобятся. И вот по сути, привычная нам десятка – это целая, девятка – половинная, восьмерка – четвертная, семерка – восьмая, а шестерка – шестнадцатая. Все просто. На первых порах, кстати, можете ориентироваться на количество нарисованных ключей. Они подскажут достоинство карты. Например, если нарисовано 8 скрипичных ключей, то это привычная нам восьмерка. Если 6– шестерка. Каждая масть, кроме нейтральной, пропитана одним из произведений Шумана. Здесь я тоже не буду глубоко погружаться в анализ или историю каждого произведения, поскольку кто-то, вероятно, уже много знает о каждом из них, а для кого-то, я надеюсь, это станет неким толчком для того, чтобы с ними познакомиться. Нейтральная масть изображает Шумана, Клару и Брамса, скажем так, в повседневном виде. Альтовая связана с фортепианным циклом «Карнавал». Здесь Брамс изображен в роли Арлекина, Клара в образе Киарины, а сам Шуман в роли Пьеро. Скрипичная связана с вокальным циклом «Любовь поэта», написанным на стихи Генриха Гейне из лирического интермеццо. Здесь Шуман выступает в роли бедного поэта, чьи чувства были отвергнуты девушкой из богатой семьи. В этом амплуа как раз Клара, которая предпочла более состоятельного жениха, Брамса. Басовая связана с фортепианной сюитой «Бабочки», созданной по мотивам романа Жан-Поля «Грубиянские годы». Клара предстает в образе Вины, в которую страстно влюблены братья-близнецы Вальд, роль Брамса, и Вульт, роль Шумана. Вальд восторженно любит Вину, он знает, что ее сердце уже открыто для него, но не догадывается, что и Вульт страстно влюблен в ту же девушку. На шумном маскарадном балу происходит развязка. Вульт узнает, что Вина любит его брата Вальта. И, наигрывая прекрасные мелодии на флейте, Вульт удаляется от них навсегда. Для примера мы выбрали самую, наверное, популярную игру «Дурак». Начнем же нашу первую партию. Тут все стандартно. Сначала мешаем карты. Затем раздаем по 6 штук каждому игроку. И вытаскиваем карту, масть которой определит козырную масть этой партии. В этот раз козырная масть скрипичная. Посмотрим, какие же карты нам достались. Итак, 16-я скрипичной масти. 16-я – это самая маленькая длительность, значит это как шестерка. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. К тому же она скрипичная. А скрипичная масть в данной партии козырная. Супер. Дальше. 8-я нейтральная. 8-я чуть больше, чем 16-я, поэтому это как семерка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все верно. Дальше четверть басовой масти. Четверть еще больше, чем 8-я и 16-я, поэтому это как восьмерка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Половинная скрипичной масти. Половинная еще больше, поэтому это как девятка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Верно, и она тоже скрипичная, значит тоже козырь. Целая альтовой масти. Целая – это самая большая длительность, поэтому это как десятка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И король нейтральной масти. По правилам первым ходит тот, у кого меньший козырь. Он у меня. Это 16-я скрипичной масти. Ну и, собственно, поехали. Хожу, например, четвертью басовой масти. Значит, мой соперник может побить картой той же масти, басовой, но высшего достоинства. Например, половинной, целой, дамой. Ну или вальтом, королем или тузом. Также он может побить любой козырной картой, например,
восьмой скрипичный. То есть, несмотря на то, что восьмая как длительность меньше четверти, поскольку она скрипичная, а скрипичная масть в данной партии является козырной, восьмая бьет четверть. Ну или третий вариант. Соперник может взять эту карту себе, если ее бить вообще нечем, или не хочется тратить важную карту, например, какой-нибудь козырной туз. На этом, в принципе, все объяснения. Дальше мы решаем, бита, или если это уже не первый кон, можно ли подкинуть или перевести. Берем дополнительные карты из колоды, чтобы после завершения кона их было 6 штук. Ну, в общем, обычные классические правила. И мы продолжаем в том же духе, пока не закончатся карты в колоде. И тот, у кого на руках не останется карт, объявляется победителем. Это самая интересная, на наш взгляд, часть, поскольку пока что никто не смог найти все пасхалочки. Я расскажу только о двух, а вам предлагаю понапрячься внимание и логику, и написать в комментариях о том, что вы нашли. Тот, кто первым сможет найти все остальные пасхалочки и напишет их в комментариях, получит в подарок одну колоду карт. В нейтральной масти Брамс держит письмо. Его можно интерпретировать как рекомендательное письмо от Йозефа Йоахима, с которым он и пришел к Шуману, а можно как письмо от Брамса к Кларе, или наоборот, от нее к нему. Взглянем на Шумана в альтовой масти, где он в образе Пьеро. Часто Пьеро изображает с мандолиной в руках, иногда с гитарой или скрипкой. И здесь у него именно скрипка, и не просто так. Она отсылает нас к песне «Напевом скрипка чарует» из вокального цикла «Любовь поэта». Эта песня – сюжетная развязка в цикле. Возлюбленная поэта выходит замуж за другого, все вокруг веселятся и празднуют, звучат скрипки и трубы, и только поэт рыдает от горя. Мы сейчас находимся в начале своего творческого пути, поэтому информация о местах, где можно будет приобрести карты, со временем будет обновляться. Когда это будет происходить, мы напишем об этом в описании под видео или в закрепленном комментарии. И само собой, их можно приобрести на Озоне. Ссылочку оставляем внизу. Итак, вот и все, что мы хотели вам рассказать, показать и объяснить. Надеемся, что вам понравилось и было интересно. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем очень рады обратной связи. И до новых встреч. Поверьте, они еще будут. До новых встреч!